Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Personal Experience. Сегодня у нас очередной обзор, и на обзоре у нас вентилятор от компании Cooler Master, модель Master Fan MF140 Hollow. В этом видео мы сделаем распаковку, а также установим этот вентилятор в мой корпус, также от компании Cooler Master, модель Cosmos C700M. Так, друзья, давайте с вами вместе сделаем распаковку. Ознакомимся с упаковкой, что здесь написано. Значит, здесь есть аннотация на русском языке. Двухконтурная адресуемая RGB подсветка 24, то есть ARGB, 24 светодиода с индивидуальным управлением, разделены на два круга и обеспечивают наиболее яркую цветопередачу для вашей сборки. Технология Silent Cooling сочетает технологии шумоподавления и звукопоглощающих резиновых прокладок, делают работу вашего ПК тихой и незаметной, даже в условиях сильной нагрузки. Гибридный дизайн комбинирует в себе элементы дизайна реактивного двигателя и вертолетных лопастей, что дает вам необходимую статистическую эмиссию воздуха без ущерба воздушному потоку. Универсальная совместимость, адресуемая RGB подсветка, сертифицирована и совместима с Asus Aura, ASRock RGB и MSI RGB. Вот это все, что указано здесь. Размеры данного вентилятора это 140 на 140 и на 25 мм, то есть 140 мм это его диаметр, 25 мм это его толщина. Профиль это Addressable RGB. Скорость данного вентилятора от 650 до 1500 оборотов в минуту, плюс-минус 10% указано. Поток, значит, воздушный поток Airflow, значит, 55 CFM, тоже плюс-минус 10%. Air Pressure, то есть давление воздуха, это 1,17 мм, значит, на H2O, типа, что-то такое, то есть как бы так указано здесь. Тоже плюс-минус 10%. MTTF, это, значит, я думаю, скорее всего, это время работы данного, насколько он рассчитан, данного вентилятора, это 160 тысяч часов, да, очень много. И уровень звука это от 6 до 30 дБ. Также здесь написано, что данный значит, вентилятор обладает двухлетней гарантией от производителя. Коннектор 4-пиновый, вольтаж 12 вольт, сила тока написано rated current это 0,15 ампер, safety current это, наверное, безопасная сила тока, это 0,40 ампер. Power consumption это, наверное, скорее всего потребляемая мощность, это 1,8 Вт. И вес 250 грамм, то есть, извиняюсь, 215 грамм. Произведен, как и очень многое из электроники в нашем мире, в Китае. Так, давайте вскроем. Здесь и пломба на месте, я еще ни разу его не вскрывал с обоих сторон. Заказал я данный вентилятор с сайта Amazon. Ссылочка будет в описании. Так что вы тоже, так же как и я, сможете заказать его там же, если захотите. Давно я не выкладывал видео, болел достаточно продолжительное время. Вот это вот у меня сейчас первый обзор после продолжительного времени. Так, давайте вот так вот скроем, чтобы вам было видно на камеру. Так. Здесь коробка абсолютно пуста. Можем ее убрать.
коннекторы, болтики для подключения. Здесь показывается схема. Давайте сделаем так, чтобы вам было видно. Схема подключения, наверное, да? Что-то на китайском написано. Так. Что-то на китайском. Не знаю, будет ли вам заметно то, что здесь написано, но я думаю, это не важно. Итак, друзья, как вы видите, я немножко разобрал, так сказать, свой рабочий стол. Для того, чтобы установить нам вот вентилятор сюда, вот в заднюю часть, как бы, да, нам надо будет сделать следующее. Снять это стекло. Чтобы его снять, нам надо сначала удалить вот эту вот заднюю панель. Так, она просто так снимается, очень легко. Вообще этот корпус я вообще очень доволен им. У меня есть видео касательно этого корпуса на канале, обзоры. Я добавлю их в подсказку к данному видео. Распаковка, сборка компьютера, все остальное. Так, и данное стекло очень легко снимается. Вот сейчас я вам продемонстрирую это. Доступ к вентилятору здесь нормальный. Также я думаю удалить, снять временно и заднюю вот эту вот металлическую дверь для удобства работы. Мы будем подключать наш вентилятор сюда. Все сейчас готово к установке нашего нового вентилятора. Будем устанавливать таким же образом, вот, чтобы вот этот вот кабель менеджмент он шел сверху, и будем просовывать опять отсюда, вот с этого положения сюда, и как бы по старым путям, образно выражаясь. Так, давайте раскроем сейчас. Это вот у нас питание, вот это питание, а это подсветка. Так, друзья, как вы видите, кабель менеджмент проложен нашего вентилятора. Здесь провода оказались короче, чем на штатном вентиляторе. Вот кабель питания у нас шел вот так, напомните, вот так, таким образом вот заходил сюда. А здесь пришлось вот так по диагонали его провести снизу и вот сюда вот уже подключить. Вот в этот коннектор сюда. Так, и у нас еще остался вот здесь вот в данный момент кабель RGB. Ну, мы будем включать его сюда. Этот кабель, он предназначен для того, чтобы последовательно подключать несколько таких же вентиляторов, допустим, чтобы они синхронно работали. Таким вот образом наш вентилятор установлен внутри. Давайте теперь подключим кабель RGB и сделаем тестовый запуск. Так, друзья, вот я хочу вам показать вот этот кабель. Этот кабель шел в комплекте с данным корпусом. Когда я покупал, это для дополнительного RGB оборудования, чтобы можно было пользоваться вот этим, как бы так сказать, коннектором и управлять синхронно, значит, с подсветкой корпуса и, допустим, дополнительных вентиляторов RGB или, допустим, дополнительных каких-то других аксессуаров, чтобы все это работало синхронно с контроллером корпуса. Поэтому здесь, видите, здесь один вход SATA. Вот, и здесь вот такой коннектор, еще двухпиновый коннектор, а здесь, соответственно, на 3 дополнительных устройства. Мы будем использовать сейчас одно, подключать к нашему вентилятору. Так, давайте сейчас, чтобы установить его, нам надо будет снять вот эту вот панель. Она тоже крепится на 2 шурупах, болтах. Сейчас мы ее извлечем. Так вот, друзья, смотрите, вот здесь вот есть у нас вот такой вот дополнительный вот коннектор, когда подключается сюда. Вот видите, вот здесь, значит, чтобы я покажу вам более доступно. Вот так, может быть, у кого-то из вас тоже есть корпус Cooler Master C700M, но чтобы вам было понятно, мы соединяем этот коннектор сюда вот таким вот образом, а этот коннектор
SATA, к SATA входу. Каком-нибудь у меня здесь есть свободный SATA. Питание мы подсоединили. Теперь мы берем один из 3 коннекторов и подсоединяем его вот таким вот образом. Видите? Вот так. Здесь показано по стрелке V. Таким вот образом. Так, питание включено. Так, запускаем. Вот она. Ребят, видите, как запустился. Вот. Работает он от контроллера для самого корпуса, то есть регулируется именно подсветкой корпуса. Сейчас мы будем менять. Смотрите, сейчас я поменяю режимы. Так, вот чтобы вам было видно нормально. Так. Видите? Меняется вместе с подсветкой корпуса. Сейчас система загрузится, подсветка на материнке и на видеокарте тоже будет. Так, это стационарные режимы подсветки. И сейчас мы обратно перейдем быстренько. Это радужный. Это вот такого типа. Так вот. Интересно, да? Это двойной. Здесь вот такая вот. Это полностью включает. Ну, я всегда предпочитаю ставить на радужный цвет. Так, я думаю, красивее. Вот на этом наше видео подходит к концу, ребят. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Поставьте лайк данному видео, если оно было вам полезным. Поделитесь им с знакомыми, друзьями, кому может быть интересна данная тема. Я сейчас начну собирать обратно мой корпус, приводить его в нормальное состояние. Да, до новых встреч, ребят. Спасибо.